Как обычно, для меня загадка, чем руководствовались локализаторы, адаптируя оригинальное английское название «9 идеальных незнакомцев» в 9 совсем незнакомых людей. Как будто бывают другие незнакомцы. Но было бы это единственной проблемой сериала. 9 идеальных незнакомцев начинаются с прибытия он их в райский уголок. В качестве незнакомых людей довольно знакомые лица, а некоторые даже оскароносные. Конечно же, центровая фигура, да и единственная, кто будет радовать обнаженной фигурой в довольно отличной форме, это 54-летняя Николь Кидман. Она играет русскую женщину по имени Маша с загадочным прошлым и является управляющей этого интересного места, где окружена верными помощниками. Фигура она центровая среди актерского состава, но не в центре сюжета, так как мы все время будем переключаться на других персонажей с их историями и прошлым. Дальше идет великолепный актер Майкл Шеннон, который дважды номинировался на Оскар. Очень жаль, что не получил его за отличную игру в фильме «Дорога перемен». В сериале он играет школьного учителя, где вместе с женой и дочкой они приезжают в это терапевтическое местечко. Он безумно рад этой возможности. Считает, что почти что выиграл в лотерею, так как билеты в оригинальной цене стоят неподъемных для него денег. Ему чудесным образом удалось урвать их по скидке. Следом идет комедийная актриса Мелисса Маккарти в роли популярной писательницы, Бобби Канавали, бывший профессиональный спортсмен Реджина Холл, Люк Эванс и молодая пара Самара Вивинг и Мелвин Грег. По прибытию в этот парадиз все герои должны отдать свои телефоны, планшеты, ноутбуки, сигареты, а также алкоголь, вредную пищу, привезенную с собой, и даже какие-то медикаменты. И в течение 10 дней под руководством и присмотром Маши пройти процесс лечения, который желает вдохнуть новую жизнь в тела и разум своих пациентов. С течением времени герои, находящиеся там, начинают вести себя странно, непривычно, не так, как бы они вели себя до прибытия в эту лечебницу. Герои начинают говорить вещи, которые не осмеливались бы сказать раньше, и вести себя так, как не вели раньше. Начинаю задаваться вопросом по ходу протекания сюжета, неужели на героев так благоговейно повлиял отдых на природе, перерыв в пользовании гаджетами, чистый воздух, водные процедуры, медитации и полезные насыщенные витаминами коктейли из обычных и экзотических фруктов, а также этот эксперимент с лежанием в выкопанной для себя могиле. В реальной жизни, конечно же, подобное возымело бы положительный эффект, безусловно, но не настолько, что мы бы превратились в других людей. А в сериале все оказалось намного проще и прозаичнее. И показанные из серии в серию крупным планом, как лежащие фрукты и ягоды в блендере измельчаются, секрет крылся в этих напитках, а точнее то, что туда просила добавлять смотрительница этого места под названием Транквил. Маша добавляет в коктейли постояльцев всякие психоделические наркотики и прочую фигню, меняющую сознание людей, дабы исцелить их, и им это идет на пользу. Действительно, все чувствуют себя более бодрыми, более живыми, полными сил и решительности. И знаете, несмотря на такой звездный каст и объединение серьезных драматических актеров с актерами более комедийного жанра, и то, что у них есть какие-то проблемы по сюжету, да, в личной жизни, семье и психологические там травмы, а также засланный казачок в этот Транквилум, точнее журналист, который туда внудрился для расследования места и написания статьи об этом, это все больше похоже на рекламу наркотических веществ, психоделических грибов и галлюциногенов, о чем тонко намекает заставка шоу, где максимальным негативным последствием на протяжении 7 серий будут введения у персонажей. Кто-то увидит себя без носа, кто-то без головы, а кто-то умершего ребенка. И даже в этом случае он будет счастлив такой встречи и наоборот захочет чаще видеться с ним. А помочь установить связь с миром мертвых поможет только наркотическое средство. А когда, обнаружив правду о дополнительном составе в коктейлях, это происходит на ранней стадии сериала, герои совсем немного возмутятся, а дальше, конечно же, будут хотеть принимать их регулярно. Некоторые будут психовать, если они этого не получили. И навязывание такого положительного эффекта от приема наркотиков я не приветствую. Такие вещи в рекламе не нуждается. Да и если собираетесь что-то такое показывать, нужно сообщать об обратной стороне. Да? А после просмотра сериала нас знакомят только с положительным эффектом, от которого хочется сорваться и побежать искать что-то подобное, чтобы серая никчемная жизнь никудышняя заиграла новыми, свежими, яркими красками. И я все смотрел и ждал, что вот-вот что-то произойдет в плане, не знаю, расследований или с людьми, которые принимают наркоту. А нет, максимум это какой-нибудь припадок у одной женщины, и во время йоги кто-то сблевал, и то куратор это называет полезной стадией очищения организма. Так и должно быть, это хорошо, что у него это получилось, он молодец, двигается в правильном направлении, вам такого же также надо достичь. Сериал 9 совсем незнакомых людей — это пустая трата времени.
Наркотики – зло, которое губит людей и человеческие жизни. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.